течение нескольких лет до пандемии коронавируса, конец декабря и первую половину января, мы проводили в штате Гоа, на берегу океана, в замечательном месте между поселками Рамболем и Мандримом. Все эти годы я снимал видео, которое легло в основу этого фильма, в некотором смысле представляющего собой обзор огромного широкого пляжа, а также его обитателей. Ранним утром продвинутая часть местной публики, и мы в ее числе, выходит на пляж для утренней пробежки, прогулки, практики йоги, цигуна или какой-либо еще системы самосовершенствования. Происходит это, когда ласковое гаанское солнце разгоняет утреннюю дымку и с ней остатки ночной прохлады. Наверное, больше всего в утренний час здесь идущих шагом или бегущих вдоль береговой линии. Медитативный бег по берегу Индийского океана, без преувеличения, прекрасное утреннее занятие. Также изредка здесь можно встретить любителей утреннего купания. Можно сказать, что визитная карточка этого пляжа – большое количество йогов в утренние часы. Садхаки самых разнообразных стилей и направлений выполняют свою утреннюю практику на всем бескрайнем пространстве пляжа. Обычно здесь можно встретить несколько организованных групп с преподавателем. Часто это так называемые семинары, на которые учитель приезжает вместе со своими постоянными учениками. Также нередки здесь группы, сложившиеся на месте, по объявлениям здешних йога-тичеров. Преподаватели таких групп самые разные, и то, что они дают ученикам, часто бывает трудно как-то определить. При этом большая часть йоговской публики представлена здесь одиночными практиками, также весьма разнообразными. Общий уровень практикующих можно определить примерно как начальный. Однако иногда здесь можно наблюдать садхак, делающих асаны, очень неплохо. Помимо йогов в чистом виде, встречаются здесь также и люди, выполняющие нечто йогообразное, не поддающееся описанию. В то время как отдыхающая публика совершает свой утренний мацион, выполняет свою утреннюю практику, работники многочисленных прибрежных кафе готовят заведение к очередному рабочему дню.
Они расставляют лежаки, столики, убирают мусор, втыкают в рыхлый песок яркие зонтики. Нужно сказать, что рабочий день этих молодых людей начинается рано утром и длится до позднего вечера. Уборщики в ярких жилетах очищают пляж от того, что оставили ночью люди, и вынес на берег океан. Рыбаки возвращаются с ночного промысла. С помощью толстых деревянных брусков они вытаскивают свои большие расписные лодки на берег, а затем сортируют небогатый улов и сворачивают сети. Эти труженики моря уже давно привыкли к отдыхающей публике и не обращают на нее никакого внимания. С некоторой, как мне показалось, отрешенностью занимаются они своим каждодневным делом под пристальным наблюдением местных ворон. Примерно в это же время появляются здесь первые пляжные торговцы в ярких одеждах. После длительной утренней пробежки, купания, прогулки или практики вся прогрессивная публика направляется в прибрежное кафе для неспешного медитативного завтрака, во время которого хорошо наблюдать продвигающийся вдоль береговой линии пестрый людской поток. Примерно с 10-10:30 на пляж начинает постепенно стекаться остальная гаанская публика. Это уже несколько иной контингент, состоящий из любителей пива, крепкого местного алкоголя, психоактивных веществ, нередких здесь ночных вечеринок и просто любителей поспать. Мало-помалу они заполняют до этого пустовавшие лежаки возле прибрежных кафешек, чтобы пригасить холодным кингфишером свой внутренний жар. Днем, уже ближе к полудню, на пляже можно наблюдать практически все категории отдыхающих, несмотря на ставшее к этому часу жарким солнце. Большая часть публики располагается на лежаках около кафе, но часть на песке в пока еще не застроенном свободном пространстве. На теплом песке можно продолжать практику йоги, медитировать и просто загорать. Те, кто не предается расслабленной неге на лежаке у кафе или на песке, идут куда-то по бескрайнему Арамбольскому пляжу. Хождение здесь – образ жизни, и даже отдыхающие, приехавшие сюда ненадолго, через некоторое время все равно вливаются в этот нескончаемый медитативный поток. Так и протекает местная пляжная жизнь в ритме шагов, неспешно идущего вдоль кромки прибоя человека. Примерно в середине дня отлив достигает своей крайней точки. По мокрому песку в поисках мелкой морской живности расхаживают небольшие стайки маленьких забавных птичек. Тут и там становятся видны коричневые в полоску витые ракушки с маленькими рачками внутри. А еще в одной из зим
На пляже Гуа было целое нашествие маленьких, светло-бежевых пятиконечных морских звезд. Отдыхающая публика занимает себя кто как может, активно пользуясь освободившимся от воды пространством. Как и на любом пляже мира, здесь можно увидеть игроков фрескобол. Игру с деревянными ракетками и мячом, одновременно похожую на теннис и бадминтон. Весьма популярно здесь и такое занятие, как фрисби. Перекидывание друг другу пластиковых летающих дисков или попросту тарелок. Если же говорить об активностях посерьезнее, то на пляже представлено несколько много лет существующих здесь школ серфинга. Несмотря на то, что волны здесь невысокие, серфинг, тем не менее, пользуется популярностью. Не менее популярен в данной местности и такой экзотический вид спорта, как кайтсерфинг. Тут и там, над подернутой рябью гладью моря, парят яркие кайты отважных спортсменов. Конечно, кайтсерферы, особенно начинающие, создают определенную опасность для остальной публики. Однако терпимые гаанцы почти не обращают на это внимания. С каждым годом количество кайтсерферов неуклонно увеличивается. Днем по пляжу ходит огромное количество различных торговцев. Наверное, чаще всех встречаются продавцы фруктов и кокосов. Этот тип торговцев отчетливо разделяется на две категории – мобильные и стационарные. Мобильные передвигаются со своими корзинами в пределах определенной территории. По большей части в их ассортименте папайя, пайнэппл, watermelon и коконат, о чем они громко сообщают присутствующим на пляже. Стационарные торговцы устанавливают свои большие лотки на велосипедных колесах на, судя по всему, также закрепленных за ними местах. Отдельно следует сказать о торговцах кукурузой. Их здесь тоже два типа. Торговцы с жаровнями на колесах жарят кукурузу прямо на глазах у страждущей публики. Готовой вареной кукурузой из небольших термосов торгуют в основном девочки 10-12 лет. Несколько раз небольшими группами проходят по пляжу одетые в яркие сари или пинджаби девушки 13-17 лет. Торгуют они парео, яркими расписными простынями с рисунками индийской тематики, одноразовой одеждой для иностранцев в псевдоиндийском стиле, дешевыми украшениями из серебра. Их главный рекламный призыв «Давай посмотри». Если кто-нибудь проявляет интерес к их товарам, они садятся на песок и подолгу сидят рядом с потенциальным клиентом, обсуждая детали покупки. Особая категория торговцев – продавцы барабанов. Good price как мантру то и дело повторяют они, несмотря на то, что прайс отнюдь не good. Торговцы барабанами с легкостью и артистизмом извлекают зажигательные ритмы из продаваемого товара, мотивируя тем самым предполагаемых покупателей.
Изредка проходят по пляжу разморенные мужчины неопределенного возраста, увешанные различными бусами и рудракшами. «Жемчуг, усталость», слегка раздраженно, хрипло произносят они по-русски. Несколько раз по пляжу, звеня дребезжащим звонком, проезжает на велосипеде торговец мороженым. Помимо индейцев проходят несколько раз по пляжу продавцы хачапури. Мы решили попробовать, и нам не понравилось. Чем ближе к Арамболю, тем больше на пляже индийцев. Год от года их становится больше, причем их контингент несколько модифицировался. Если раньше здесь преобладали приблизительно среднего возраста крепко выпившие персонажи в майках, сидящие на мелководье, то сейчас больше модно одетых, тоже выпивших молодых людей. В компаниях примерно по 10-12 человек они медленно передвигаются по пляжу, озираясь по сторонам, выискивая цепкими взглядами блестящих черных глаз белых женщин, которых они пытаются запечатлеть на свои смартфоны. Некоторые индийские компании устраивают игры в футбол, волейбол и крикет. На пляже напротив Арамболя встречаются спасатели, одетые в шафрановые шорты и футболки. Обычно они усиленными мегафоном резкими криками выгоняют из воды подвыпивших индийцев, зашедших слишком далеко в океан. Время от времени проезжает по пляжу красный спасательный джип в сопровождении лающих на него собак, которых здесь очень много. Собаки поделили между собой огромное пространство пляжа и очень ревниво относятся к вторгшимся на их территорию чужим собакам, устраивая шумные перебранки и даже драки. Помимо людей и собак, пляж также населяют и коровы, которых не так много, как, например, в Анджуне, и которых также можно встретить ближе к Арамболю. Коровы преимущественно лежат где-нибудь неподалеку от контейнеров с мусором и что-то меланхолично жуют. Примерно в 12:30, когда солнце оказывалось в зените и становилось слишком жарким, мы уходили с пляжа. В прохладной тени нашего гестхауса мы обедали купленными накануне фруктами, которые здесь весьма хороши. После обеда мы часто устраивали тихий час, а примерно в 16 вновь направлялись к океану, где безмятежно пребывали до вечера.
Условно, вечер в данной местности можно разделить на две неравных части. Первая включает закат и сумерки, пока еще что-то видно. Вторая начинается с наступлением темноты. К вечеру на пляже уже во всей своей красе собирается практически вся пестрая местная публика. В большинстве своем присутствующие, вне зависимости от того, как долго они находятся в этом прекрасном месте, продолжают свое неспешное медитативное движение вдоль береговой линии. Йоги, цигунисты, капоэристы и прочие искатели истины выходят на пляж для совершения своей вечерней практики. Причем в ряде случаев эта практика продолжается уже до темноты. Утомленные кайтсерферы собирают свой громоздкий инвентарь. Ближе к Арамболю на пляже встречаются различные экзотические персонажи, демонстрирующие свое владение каким-либо из видов искусства. В основном это музыканты, разнообразные танцоры, жонглеры и акробаты. На мой взгляд, большинство из них – талантливые любители, многие из которых достигли действительно серьезного уровня. При этом здесь же присутствовали в меньших количествах и профессиональные артисты, которые собирали деньги за свои выступления. Время от времени появляются здесь акро-йоги, предлагающие желающим присоединиться. Ближе к Арамболю пару лет подряд молодые ребята обучали желающих латиноамериканским танцам. Нужно сказать, что их уроки пользовались неизменным спросом. Работники прибрежных кафе готовят свои заведения теперь уже к вечернему режиму работы. Они убирают лежаки и на их место устанавливают пластиковые столы и стулья. Изредка на пляже демонстрируют свое мастерство целая группа молодых людей, преимущественно европейцев, отрабатывающих или исполняющих различные цирковые номера. Кажется, в Арамболе функционирует соответствующая цирковая школа. По моим наблюдениям, людей, демонстрирующих свое владение каким-либо искусством, с каждым днем на пляже становится все меньше.
В основном здесь присутствуют зеваки, которые с телефонами обступают плотным кольцом любое действие. Вместе со всеми продолжают свое медитативное пребывание на пляже арамбульские коровы. Рыбаки перебирают сети и готовятся к ночному лову. Пару раз по пляжу пробегают индийцы с огромным бойцовым быком. Размеры и вид этого создания весьма впечатляют. Наибольшей концентрации вся описанная публика достигает в районе сводного ансамбля барабанщиков и выросшего вокруг него стихийного рынка различного гуанского хендмейда. Следует сказать, что ансамбль барабанщиков можно назвать в буквальном смысле этого слова символом арамбульского пляжа. Сколько лет этой традиции, мне точно неизвестно. Однако могу сказать, что ансамбль собирается на пляже как минимум столько, сколько я помню. Какое-то время главным заводилой в этом ансамбле был худощавый индиец, преподаватель йоги Айнгара из местного центра. Он задавал общий ритм с помощью большого, обтянутого шкурой какого-то крупного животного барабана. На небольшом пятачке перед барабанщиками собираются желающие потанцевать. Ближе к закату барабанные ритмы становятся все более зажигательными, а танцы более горячими. Еще на некотором отдалении от барабанщиков, в кругу, состоящем в основном из пожилых европейцев и девушек, потихоньку поют веселые песенки под гитару и укулеле. Также в вечернее время по пляжу организованно проходит большая живописная компания русскоязычных кришнаитов. В руках у них хоругви и знамена. Дополняют их пеструю группу, примкнувшие к ним не менее живописные индийцы. Лидер кришнаитов самозабвенно запевает в микрофон киртан, а все остальные не менее самозабвенно ему вторят. Что же касается рынка на берегу, то торгуют здесь преимущественно русскоязычные зимовщики. Ассортимент предлагаемых товаров, как говорится в таких случаях, широкий.
Больше всего здесь разнообразных украшений, производства непосредственно торгующих. Но есть и готовые изделия из Индии и Тибета. Помимо этого, здесь же предлагают ловушки снов, поющие чаши, разнообразную одежду в гаанском стиле, чай, пирожки и даже сало. Тут же предлагают сделать массаж, постоять на гвоздях, погадать, составить гороскоп и тому подобное. Когда солнце начинает клониться к горизонту, предприимчивые индийцы разворачивают здесь свои лотки. В первую очередь это, конечно, продавцы кукурузы, ставшие еще одним своего рода символом этого пляжа. Их жаровни на колесах и без них заполняют окрестности аппетитным дымком. В темноте эти жаровни выглядят таинственно и даже мистически. Также в избытке присутствуют здесь торговцы фруктами и кокосами. Чем ближе к центральной улице Арамболе, тем более насыщенной становится атмосфера. Примерно на уровне северного края поселка на пляже резко возрастает количество выпивших индийцев. Объясняется это тем, что неподалеку от этого места находится обширная платная парковка, до отказа заполненная байками, скутерами и легковушками. Самый яркий и эмоциональный момент вечера на пляже – закат. Все присутствующие садятся лицом к океану и завороженно смотрят на медленно заходящее солнце. Обычно солнце садится в облака, но иногда прямо в океан. Такое редкое природное явление здесь очень ценится. У гаанцев оно получило название тачдаун. После заката, когда еще не окончательно потемнело, все вокруг окутывает ни с чем не сравнимое нежно-розовое сияние, делая окружающее пространство похожим на картинку из фильма. Индийские смешанные компании продолжают уже в сумерках свою бесконечную игру в футбол. После наступления темноты призывно зажигают свои огни прибрежные заведения, и вся присутствующая публика перемещается туда.
когда наступает темнота, все начинает выглядеть по-другому. Разноцветная иллюминация и горящие на столах свечи создают особую, ни с чем не сравнимую гаанскую атмосферу. Около некоторых кафешек индийцы жгут костры, что добавляет экзотики этому и без того экзотическому месту. В некоторых кафе играет живая музыка. Как правило, это небольшие интернациональные коллективы из 3-5 человек. Уровень здешних музыкантов самый разнообразный, однако в целом для него подходит определение «художественная самодеятельность». Помимо этого, уже в глубине, в отдельных кафе время от времени проходят вечерние концерты профессиональных музыкантов. Мы облюбовали одно из таких заведений с загадочным названием Джамбудвипа. В нем с периодичностью раз в неделю выступали вполне неплохие музыкальные коллективы. На этом и заканчивался наш длинный гаанский день. Однако пляж продолжал жить своей насыщенной жизнью. Эта жизнь продолжалась в пляжных вечеринках, на которые мы не ходили, но поневоле присутствовали из-за того, что многие из них были весьма громкими. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать о пляжной жизни на берегу океана в замечательном индийском штате Гоа между поселками Арамболем и Мандримом.